привет! Меня зовут Ксения, вы на моем канале Банитильда, и сегодня предлагаю вместе со мной связать вот такой яркий костюм. В этом видео мы свяжем кофту, а в следующем штаны. Также хочу попросить вас, если вам нравятся мои мастер-классы, ставьте, пожалуйста, лайки, оставляйте какие-то комментарии, это могут быть просто смайлы. Тем самым вы поможете мне в продвижении моего канала. Заранее всех благодарю. Итак, вязать я буду костюм из пряжи Yarnard Jeans. Здесь в 50 граммах 160 метров. Номера цветов я напишу в описании под видео. Использовать спицы я буду номер 2,25 и 2,50. Ну а теперь приступим. И для начала давайте наберем 36 петель на спице номер 2,25. Я буду набирать нитью зеленого цвета. После того, как мы набрали петли на спицы, давайте провяжем 4 ряда резиночкой 1 на 1. Кромочную снимаем и вяжем 4 ряда резинкой 1 на 1, то есть лицевая, изнаночная. Лицевая, изнаночная, и так 4 ряда. Итак, после того, как мы провязали 4 ряда резиночкой 1 на 1, я перехожу на спицы 2,50 и мы начинаем вязать реглан. Сразу скажу, что первые 6 рядов реглана я буду вязать этой же нитью зеленого цвета. Итак, кромочную снимаем, вяжем 5 лицевых. Три, 4, 5. Вот наша петля реглана. Вокруг нее нам необходимо сделать прибавки. Прибавки будем делать из протяжки. Я поднимаю протяжку, накидываю на спицу. Для удобства вот так оттягиваю и провязываю ее скрещенной, то есть слева направо. Вот так. Здесь можете повешать маркер перед петлей реглана, чтобы в будущем ее не терять. Сама петля реглана, провязываем ее лицевой. Далее также из протяжки поднимаем петлю и вяжем ее за заднюю, получается, стеночку, то есть справа налево. Вот так. Далее вяжем 5 петель рукава. 1, 2, 3, 4, 5. И вот наша опять петля реглана. Поднимаем петлю из протяжки и провязываем ее слева направо. Вот так. Здесь также можете повешать маркер, чтобы не потерять петлю реглана. Так, петлю реглана провязываем лицевой. После нее опять делаем прибавку, провязываем справа налево. Далее вяжем 10 петель переда. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10. И вот наша петля реглана. Поднимаем петлю с протяжки, немного ее додвигаем и вяжем скрещенной слева направо. Здесь можно повешать маркер. Дальше петля реглана. И здесь также поднимаем петлю с протяжки, провязываем ее справа налево скрещенной. Дальше идет 5 петель рукава. 1, 2, 3, 4, 5. И опять петля реглана. Накидываем петлю перед ней. Так. Да что ж такое? Не могу подцепить. И провязываем ее слева направо. Петля реглана. После нее также делаем прибавку и довязываем 5 петель планок. 1, 2, 3, 4, 5. И последняя кромочная и изнаночная. Все, первый ряд реглана у нас готов. Эти спицы я убираю. Второй ряд вяжем изнаночные. Все петли изнаночные.
без прибавок, просто весь ряд изнаночные петли. Довяжите этот ряд изнаночными петлями. Изнаночный ряд у меня провязан. Вяжем третий ряд реглана. Вяжем его точно так же, как первый. Делаем прибавки вокруг петель реглана. Я вам сейчас еще раз покажу, как я делаю прибавки. Далее будем вязать самостоятельно. Итак, кромочную снимаем. Вяжем уже 6 лицевых планок. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Точнее, петель спинок, извиняюсь. Вот наша петля реглана. Поднимаем петельку перед ней из протяжки. Немного оттягиваем ее для удобства на себя. Вот так. Придерживаем пальчиком и вяжем ее скрещенной слева направо. Дальше петля реглана, мы ее провязываем просто лицевой. И теперь отсюда поднимаем петлю с протяжки, накидываем и, не снимая спицу, можно сразу провязать эту петлю справа налево. Далее уже у нас идет 7 петель рукава. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Вот наша петля. Поднимаем ее, слегка на себя оттягиваем и вяжем ее скрещенной. Так, слева направо. Далее идет петля реглана и опять делаем прибавку. Так вяжем этот ряд до конца. Далее у нас идет 12 петель переда, реглан, вокруг нее делаем прибавки, затем 7 петель рукава и 6 петель спинки и 1 кромочная. Итак, я провязала третий ряд реглана и 4 изнаночный. Далее нам необходимо провязать еще 2 ряда этим же цветом. Давайте их провяжем самостоятельно. Сейчас провяжем 1 ряд лицевой с прибавками вокруг регланной линии и 1 изнаночный без прибавок. Итак, я провязала еще 2 ряда нитью зеленого цвета и последнюю петлю кромочную предыдущего ряда я сразу провязала нитью черного цвета, чтобы ввести ее. Чтобы не затягивать видео, давайте вам объясню дальнейшие наши действия. Сейчас мы провяжем 2 ряда нитью черного цвета, 1 лицевой, в котором будут прибавки вокруг регланных линий, и 1 изнаночный. Далее мы присоединим нить желтого цвета и провяжем ей 6 рядов реглана, то есть 3 из которых, соответственно, лицевых будут с прибавками. Вообще у нас получается нитью зеленого цвета 10 рядов, далее 2 ряда черным цветом и 6 рядов желтым. И на этом мы реглан больше вывязывать не будем. Я сейчас провяжу все эти 8 рядов и вернусь к вам. Так, я провязала 8 рядов, но также дополнительно для симметрии я провязала еще нитью черного цвета 2 ряда, лицевой с прибавками вокруг регланных петель и изнаночной. Для симметрии это когда мы отделим рукава от переда и спинки, и в будущем, когда мы будем вязать рукава, чтобы здесь нам не вязать 2 лишних ряда черным цветом именно на рукавах. Поэтому, если вы не связали еще черной пряжей 2 этих ряда, свяжите. На данный момент у меня на спицах 100 петель ровно. Сейчас мы отделим рукава от переда и спинок. Делать я это буду цветом зеленым. Также я уже подготовила иголку с ниткой. Итак, вяжем, кромочную снимаем. Далее вяжем 15 лицевых, 2, 3, извиняюсь, 14. То есть вместе с кромочной это будет 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10, 11, 12, 13, 14. Так, секундочку. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, 10, 11, 12, 13, 14 и 15. Все верно. Петлю реглана мы забираем в спинку. Теперь 21 петлю рукава необходимо снять на нить. Давайте снимем 21 петлю рукава на ниточку. Петли у меня сняты. Теперь необходимо сделать 5 петель подреза. Раз, два, три, так, 3, 4 и 5. Все. Теперь продолжаем вязать петли переда. Как видите, петля реглана у меня остается на петлях переда. И сейчас вяжем 28 петель лицевых. 2, 5, 6, 7, 8. Как свяжете 28 петель переда, также 21 петлю рукава снимите на дополнительную нить и 15 петель спинок довяжите этот ряд. Затем развернитесь и провяжите изнаночный ряд. Петли подреза вяжите обязательно скрещенной петлей, чтобы не образовалось в этих местах дырочек. Итак, давайте повторю. Сейчас провязываем 28 петель переда, затем снимаем 21 петлю рукава, делаем 5 петель подреза и довязываем этот ряд до конца. Изнаночный ряд вяжите все петли изнаночные, петли подреза вяжите скрещенными. Вот что у нас получается на данном этапе. Я довязала лицевой и провязала один изнаночный. Так как у нас зеленая часть кофточки состоит из 10 рядов, и здесь мы уже 2 провязали, давайте провяжем сейчас лицевой гладью еще 8 рядов. 10 рядов у меня связано. Я померила на свою игрушку. Кофточка ей как раз, несмотря на то, что игрушка у меня тут, видите, как довольно-таки пузатенькая. Поэтому пока прибавок делать не буду. Вы мерьте, конечно, на свою игрушку. Если вы видите, что на данном этапе вам маловато, сделайте немного прибавок по кофточке. 5-8, в зависимости, насколько мала. Я сейчас продолжаю вязать дальше. То есть 2 ряда черной пряжи, затем 6 рядов желтой и опять черной. Потом я опять померю, и если мне будет как раз, я продолжу вязать и скажу, как именно дальше вязать. Если будет маловато, я буду делать прибавки и сделаем их вместе. Ну а теперь давайте продолжим вязать еще 10 рядов, 2 из них черный, потом 6 желтый и опять 2 ряда черной пряжи. Итак, я провязала 10 рядов. Прибавки я в итоге делать не буду, потому что мои игрушки полностью как раз. Сейчас нам нужно провязать 10 рядов последних пряжи зеленого цвета, но я еще хочу, чтобы у меня по низу была такая полосочка фиолетового цвета, то есть буквально один лицевой ряд. Давайте сейчас провяжем зеленой пряжей 4 ряда, и я к вам вернусь. Мы провяжем буквально один ряд фиолетовым цветом. Итак, 4 ряда зеленой пряжи я провязала, присоединила уже нить фиолетового цвета, провязав изнаночную кромочную ей в предыдущем ряду. И да, забыла вам сказать, я не отрезала все вязание зеленую нить, а просто при вязании следующего ряда я постоянно вот так вот перекручивала, чтобы нить зеленого цвета была поверх той, которую будете вязать. Итак, теперь просто вяжем один ряд нитью фиолетового цвета, то есть изнаночный мы им вязать не будем. Давайте сейчас его провяжем, и я к вам вернусь. Просто один лицевой ряд. Изнаночной фиолетовой нитью мы вязать не будем. Итак, один ряд у меня провязан фиолетовой нитью. Теперь
я просто передвигаю наше вязание в обратную сторону, где у нас зеленая нить. Фиолетовую я отрезала, как видите. И продолжаем вязать нитью зеленого цвета. Я сейчас провяжу 2 ряда лицевой гладью, то есть лицевой ряд и изнаночный, а затем я буду вязать 4 ряда резиночкой 1 на 1, как у нас было в начале ряда. Итак, давайте свяжем 2 ряда лицевой гладью, а затем 4 ряда резиночкой 1 на 1 и закроем петли удобным для вас способом. Итак, тело моей кофточки связано. Я, как видите, уже связала один рукав. Давайте начнем вязать второй рукав вместе. Я взяла чулочные спицы номер 2,5 и перенесла их на спицы. Здесь с одной стороны у меня 10 петель, с другой 11. Тут в принципе не важно. Это сделано как бы для удобства. Итак, возьмем крючок, нить и будем поднимать петли из петель подреза. Я начну вот здесь с этой стороны за черную возьму, чтобы было меньше здесь дырочки, и потом пойдем по петлям подреза. То есть вот они. 2, 3, 4, 5, 6. И здесь вот большое такое расстояние. Я тоже возьму еще здесь 2 петли. 7 и 8. Все. Теперь эти петли переносим на спицу. Тут я потом подправлю. 2, 4. Угу. Все. И это будет считаться началом ряда. Вяжем рукава по кругу. Я, конечно, не буду снимать полностью видео, как я снимала рукава. Я вам просто объясню, как я вязала, а вы уже свяжете самостоятельно. Тут ничего сложного нет, просто подкорректировала немного количество рядов на рукавах. Так как рукава все-таки короче, и чтобы они сильно большие на игрушки не были, я немножко уменьшила количество петель. Объясняю. Смотрите, здесь мы вязали зеленой пряжей 10 рядов. На рукавах мы будем вязать зеленой пряжей 8 рядов. То есть сейчас, когда мы начали, нам необходимо зеленым цветом провязать 8 рядов. Пряжи черного и желтого цвета остается то же самое количество. То есть 2 черных и 6 желтых. В конце я связала 4 ряда лицевой гладью. Затем 1 ряд лицевой я связала пряжей фиолетового цвета. Затем 1 ряд лицевыми петлями зеленой. И только потом я начала вязать 4 ряда резиночкой 1 на 1. И еще такой момент. На данный момент на спицах нечетное количество петель, 29. Поэтому я, когда начала вязать резинку, я сделала одну убавку. Провязала 2 петли одной изнаночной. Итак, давайте свяжем рукав самостоятельно. Я еще раз повторюсь на всякий случай, что пряжи зеленого цвета мы здесь вяжем 8 рядов. Здесь в общей сложности получается 9. 4 сначала, потом фиолетовая пряжа, 1 еще лицевой ряд и затем только вязать резиночку 1 на 1, 4 ряда. Ну и потом закрыть петли удобным для вас способом. Давайте свяжем рукава и я к вам вернусь. Так, рукава кофточки готовы. Теперь давайте с помощью крючка вывяжем петли под пуговички. Я беру нить зеленого цвета и здесь ввожу в начале крючок, закрепляю ниточку и начиная с этой же петли вяжу первый столбик без накида. Далее вязать мы будем за кромочные петли. Во второй ввожу, вяжу столбик без накида и вяжу 6 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Далее, начиная со следующей кромочной петли, вяжем 5 столбиков без накида. 1,
Так, фиолетовая 2, 3, 4 и 5. Следующую петлю вяжем столбик без накида и вяжем 6 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6. И опять со следующей петли вяжем 5 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5. А в следующую петлю, в шестую, уже вяжем столбик без накида и опять 6 воздушных петель. То есть вяжем через каждые 5 столбиков петлю под пуговицу, которая состоит из 6 воздушных петель. 2, 3, 4, 5. И в шестую вывязываем петлю под пуговицу. 2, 3, 4, 5. И довязываем этот ряд. Здесь у нас будет еще одна петля под пуговицу. И обрываем нить, прячем хвостик. 3, 4. Так, ну тут у меня получается 5. Ничего страшного. Так, 1, 2, 3, 4, 5, 6. И все. Нить отрезаем. Кончики я потом все аккуратно пришью, спрячу. И теперь переворачиваю на другую сторону. И здесь просто обвязываем столбиками без накида в каждую кромочную петлю. Так, не закрепила. Давайте эту сторону обвяжем самостоятельно, просто столбиками без накида в каждую кромочную петлю. Итак, обвязку я закончила, ниточки спрятала, и теперь давайте сделаем здесь 2 такие фиолетовые полоски. Где они будут находиться, конечно, решать вам, дело вкуса, можно посередине, слева, справа, неважно. Я первую полоску сделаю приблизительно вот от второй петли реглана, она у меня ляжет вот так где-то, а вторая, я ее прям буду от горла вязать, ну, приблизительно через 3 петли. В общем, так, отсюда и начнем. Вставляю крючок, берем ниточку, и теперь с помощью соединительных петель вяжем полоску в каждую петлю. Вот так. Так у нас получается. В общем, давайте свяжем эту полоску. Я ее свяжу, определюсь, где я буду вязать вторую, и покажу вам. Вот так. Одна полоска у меня готова. Вторую я решила сделать так. Здесь одну лицевую пропускаю, чтобы не нарушать рисуночек резинки. А вторую начну полоску вязать отсюда. И это будет приблизительно смотреться вот так. Вторую полоску я буду делать от начала до самого конца. То есть в районе горлышка тоже будет. То есть вот так.
Все, я пошла вязать вторую полоску и покажу вам итоговый результат. Ну что ж, в итоге у меня получилась вот такая кофточка. Мне осталось ее постирать, отгладить, пришить пуговички, эмблемку какую-нибудь найти, тоже пришить. И, конечно, связать штанишки. Всем спасибо, кто вязал вместе со мной. Если еще не подписаны, подписывайтесь, ставьте лайки, если понравилось видео, обязательно комментируйте. Таким образом вы поможете мне в продвижении канала. Всем заранее спасибо и до новых встреч!